Детали — это вся механика одной универсальной оси газа, которая будет сейчас собрана и показано назначение деталей каждой. Собственно говоря, основа состоит всего из вот этих трех деталей. Ось, вокруг которой неподвижно вращается вилка, и само крепление такой формы. Сборка выглядит так. Надевается вилка и вставляется. Так, надо, чтобы совпало с отверстием. Вставляется ось. Вот этот узел и есть основа механики. Очень просто и жестко, и ни люфтов, ничего не ощущается. Здесь две капролоновые втулки. Они сделаны в размер вот этой крепления. И получается, что ограничен со всех сторон. Вот, собственно говоря, вся основа. И может она выдерживать довольно значительные нагрузки, несмотря на свой малый размер. Дальше есть вот такая деталь. На нее крепится вот этот узел. Назначение этой детали — держать этот подвижный узел на себе и связывать его с датчиком, потому что здесь крепится датчик. Суть этой механики состоит в том, что разные функции в ней разнесены. И сделано это в первую очередь для снижения нагрузки на сам датчик. Потому что здесь мы прикладываем какую-то силу, какие-то крутящие нагрузки, давим по-всякому. Вот. И если у нас датчик закреплен на оси, то он может, выбирая какие-то там упругие деформации, люфты, описывать круги и давать нестабильный сигнал на сам датчик из-за вращения, из-за прецессии магнита. Поэтому здесь вот такой хребет, рама такая, и на ней крепится вот эта штука. Дальше. Функции разнесены во многом, в том числе и в ограничении хода. Как видно, здесь очень большой ход, а ход ручки у меня запрограммирован 45 градусов. Поэтому у меня есть вот такая небольшая деталь. Она делается с одного установа и имеет вот такие ограничители хода, которые плотно прилегают к вилке и стопорят тем самым по краям. Здесь довольно большая площадь контакта, специально уделял этому вниманию, чтобы не давать, ну, скажем так, снижать возможность, снижать необходимость в калибровке и за счет деформации самой механики. Потому что мы можем давить очень сильно, можем слабо. И в зависимости от того, как ограничена у нас ручка, может, соответственно, калиброваться сигнал. И потом выдаваться или не добираться какие-то значения. Он очень просто прикручивается. Сторонах. А площадь контакта здесь между вилкой и каждой стороной хода больше 1 квадратного сантиметра. Ну, на верхнюю сторону, на ход назад, получается около 1,5 квадратных сантиметров. Вниз чуть-чуть меньше. Но, учитывая размер механики, это очень-очень большое пятно контакта и очень жестко вот
с таким характерным щелчком останавливает. То есть как бы я не давил, а давить я могу хорошо, он все равно четко останавливается на одном месте. Следующее, что из важных деталей, есть вот такая вот штука. На ней крепится датчик и устанавливается ось. Тут стоит редукторная система. Сейчас двину покажу. Вот такая вот ось с магнитом. И вот такой ведомый шкив. Здесь есть два подшипника. Приходится мне использовать новые, еще не нашел. Такие старые подшипники, они очень плохие. Очень слабые, очень ненадежные в плане нагрузки. Отверстие не просверлено не строго по оси, а со смещением, с тем, чтобы сама ось, во-первых, не раскручивалась, а во-вторых, передавала крутящий момент. И она его передает очень неплохо. Вот он так закреплен. У нас есть ход ручки и какая-то подвижность этого узла. Сделано с тем, чтобы потом можно было натягивать ременную передачу. И вот такой ведомый шкив. Он тоже крепится на 3 винта М2. Вот так это все выглядит в сборе. Следующая важная часть — это натяжитель. Вставляется сюда, и сам, в данном случае в качестве ремня, выступает вот эта штука. Вот. Это кевларовая нить, довольно тонкая. Собственно говоря, кевлар там внутри — это тканевая плетка снаружи. Это очень-очень прочная штука. Одна вот тонкая нить выдерживает 7 килограмм статической нагрузки на разрыв, а здесь их много, и она очень хорошо сцепляет, передает нагрузку. Вот теперь заметно так ход стал туже. Несколько особенностей. Я экспериментальным путем установил, что лучше всего подходит именно кевларовая нить. Я пробовал резиновое кольцо, простые хлопчатобумажные нити, еще какие-то варианты. Но дело в том, что на такой размер трудно подобрать такой ремень. И важно, чтобы он не тянулся при такой схеме с таким натяжителем. Потому что если я надеваю резиновый пасик и даю какое-то натяжение, либо не даю вообще натяжения, то он в принципе работает, передает вращение с редукцией. Но в какой-то момент начинает проскальзывать, и получается, что при работе оси вот, видно, что она начинает не добирать какие-то проценты. Мне нужно, чтобы система работала и вся механика была очень жесткой, и поэтому лучше всего подходят такие современные материалы вроде кевлара. Еще один момент. Здесь натягивать сильно не стоит. Почему? Потому что нагрузки здесь возникающие при натяжении на вот эту ось и на эти плохие подшипники настолько велика, что она их, просто говоря, останавливает. Они сначала с трудом прокручиваются,
потом при каком-то сильном натяжении вообще даже с рычагом практически невозможно повернуть. Кстати говоря, вот видно, что насколько хороший тут прижим, что можно управлять вот ей вот так вот. То есть контакт здесь очень высокий, плотный. Ну, вот здесь более-менее ходит, теперь нормально. Характерный тест — это звук щелчка. Если могу быстро передвигать ось, значит, отрегулировано достаточно правильно. Вопрос редукции. Кто-то пробовал, кто-то сразу не хочет пробовать. Почему она нужна? У нас есть датчик, вот такой вот. У нас есть магнит здесь. И у нас есть движение оси. Здесь ось двигается, то, что мы рукой двигаем, угловое перемещение 45 градусов. Полный ход. Если мы будем крепить магнит прямо непосредственно на оси, вращать его вокруг датчика, то мы получим ход 45 градусов, плюс какие-то погрешности механики и относительно небольшое число отсчетов. Плюс, как я уже говорил, воздействие на механику, иногда можно сильно давить, сильнее, чем обычно, будет давать возможность этому датчику выходить за пределы своей калибровки. Либо в процессе управления давать некомфортные ощущения. Поэтому здесь эта нагрузка развязана, снята. И датчик сам, магнит в связке с датчиком, работает в очень таких щадящих условиях, на которые нагрузки прямые не передаются никак. Очень-очень опосредованно. Даже если мы систему эту не натянем, даже если все мы ослабим винты, крепления, она будет все равно работать надежно и давать нужный сигнал. В этом плюс и преимущество такой схемы. Дальше важный момент. Здесь сейчас вот я довольно с ощутимым усилием прокручиваю эту вилку. Но дело в том, что можно, конечно, обойтись и таким уровнем удержания оси, но при увеличении длины рычага, соответственно, он будет и веса, соответственно, он будет ходить очень легко, и там при каких-то определенных весах, скажем, там от 50-100 грамм, он будет под своим весом опускаться. Это для ручек довольно тяжелых. Поэтому здесь, как и во многих таких осях, есть отдельный тормоз, отдельный фрикцион. Он выглядит вот так. Это очень простая деталь. Просто одна бабышка с креплением, разрезанная посередине, работает как хомут. Она одевается вот сюда на ось и вращается вместе с вилкой вокруг оси. Регулируется вот этим винтом, затягивается вплоть до полной остановки даже при довольно больших рычагах. И благодаря винту регулировать можно очень точно. То есть она не несет, это не боковой поджим, который вы сбоку регулируете. Это отдельное устройство, отдельная функция. Поэтому она работает очень хорошо. Следующий этап — это у нас вот такая деталь. Это крепление платы датчика. Она совпадает с размером с верпиловским датчиком. Крепится сюда. И крепится на корпус натяжителя. На два винта М2 тоже. Потому что могу ставить разные платы. Не обязательно такого типа размера. Я могу взять какой-то другой датчик, изготовить под него это крепление и ставить сюда на натяжитель. И иметь, собственно говоря,
возможность в диапазоне, в каком датчик может отрабатывать, использовать практически любой датчик. Ну, в данном случае бесконтактный. Редукция здесь у нас идет больше, чем 1 к 4, по-моему, с 45 градусов углового перемещения здесь на почти 180 градусов на этой оси. Я мог сделать большую редукцию, чтобы полнее задействовать датчик, так как этот датчик, по идее, работает на 360 градусов. Но победить переход через 0, перескакивание, не знаю, у меня функция offset в калибраторе, так и не понял, как она работает, поэтому я остановился на 180 градусов. В принципе, этого более чем достаточно. И ставлю рычажок. Так как тут одинаковое крепление с другими такими же осями, то я могу просто переставлять любой другой формы, значения под самые разные задачи. Вот. Ход очень легкий, приятный. Могу его чуть затяжелить. Вот это слишком. Вот отличный ход. Можно даже еще легче сделать. И последний элемент, вот такая промежуточная пластина крепления на корпус. Почему она отдельно? Потому что планирую ставить оси в пластиковом корпусе. И здесь узкая база. При давлении в бок она будет, естественно, давать деформацию. А так мы имеем хорошую площадь распределения нагрузки. И ось будет восприниматься как жесткая. Вот она может просто сама по себе стоять, управляться. Почему такой размер? Ну, она очень небольшая, помещается вот ее размер. Поэтому и на нее можно полностью класть руку, ногу, в общем, давать очень большие нагрузки. Можно даже навешать кугуаровскую ручку, тут тяжеленную, и она будет работать. Ну, конечно, до известных пределов. Надо сказать, что редукторная схема мной была опробована довольно давно, лет больше 5 назад. И разные тестовые устройства, на которых пробовал, и не только тестовые, например, педали, у меня работают уже больше 3 лет, как раз вот с этим блоком. Они выдержали переезд, я где-то забрасывал, на механике это никак не сказывалось, просто протер от пыли, включил и работает. Очень, очень надежная и очень практичная вещь. Несмотря на то, что требует определенных трудозатрат и времени на его изготовление. У меня сейчас готова
3 оси. Я их использую в разных симуляторах. Чувствительность этих осей настолько хороша, что вот этот руль у меня используется в качестве роша, ручки основного шага на вертолетах, симуляторах. С очень высокой, хорошей точностью, с очень отличной чувствительностью. Такой, что раньше вертолеты я никак не воспринимал, а теперь это мой любимый тип виртуальных летательных аппаратов. Скреплю я сейчас это все, отлаживаю на макетной пластине. Это тоже очень хороший подход, который позволяет отработать всю эргономику и необходимости размещения каких-то элементов. Вот как это все выглядит вместе на макетной пластине. Вот эта небольшая механика позволяет собирать элементы в очень маленьком пространстве. Например, размер вот этой макетной пластины всего 14 на 14 сантиметров. Но при этом полноценное качественное управление. Какое-то время потратил на эксперименты с осями, где ось вращения это и крепление магнита. Но мне такие оси не понравились. Скорее всего, она будет заменена на вот такую механику. Руку можно хоть так, хоть давить, хоть полностью браться. Никак она не мешает, хотя размеры очень небольшие. Но при этом все оси находятся под рукой и легко контролируются. Я использую их в самых разных симуляторах, например, в Орбитере. Там требуется большое количество осей на самые разные функции. Например, там вертикальный взлет, основные двигатели, триммера, ну и прочее. Отлично все это работает. А как ручка общего шага, она вообще шикарна. Я подумаю даже о том, что нужно сделать отдельную ручку, именно вертолетную, отдельным устройством. На этом все.